Магия не делает тебя избранным. Эти слова были написаны в дневнике, где впервые рассказали о действиях спящего кристалла. Найти и разбудить его может только сильный волшебник, чей разум захвачен искренним желанием сотворить непоправимое во имя своей цели. Проснувшись, кристалл источает проклятый зеленый свет, лишающий мага самого сокровенного дара – его магии. Ни заклинания, ни способность излечивать себя, ни возможность превращаться в птиц – ничего более недоступно колдуну, которого настиг зеленый луч кристалла. В попытках найти способ разгадать секрет камня, маги лишились десятки сильнейших волшебников. Разгадать загадку, вернуть себе магию не удалось никому. Правду о страшных свойствах артефакта постарались спрятать как можно дальше, а потом о кристалле и вовсе забыли почти на 70 лет, пока по всей стране шла охота на волшебников. Вернуть магию после воздействия кристалла невозможно, вам не стоит и пытаться. Черт. Нам прислали официальные установки, вот. Вот, ознакомьтесь. Раздадите? Я полагаю, сами справитесь. Согласно официальной версии, это были не маги. А вы говорили, что они не опасны, что к ним вообще лучше не соваться. Я продолжу это говорить. Пока непонятно, с чем мы имеем дело, но делать поспешные выводы – это, по крайней мере, глупо. А почему вы не магов выгораживаете? Простите, что? А вы, мягко говоря, не согласны с официальной версией? Хорошо. Поднимите все дела по убийствам, совершенные не магами. Кто? Я возьму. Этих дел два – несчастный случай и несчастный случай. Я недавно на практике их просматривала. Простите. Вы ставите нас в неловкое положение. Поясните. По протоколу безопасности при обсуждении дел особой секретности дверь и окна этой комнаты запечатываются руководителем. Что случилось на учениях? Почему не вы дали сигнал отмен? У него больше нет магии. Руки на стол. Будьте добры. Я прошу прощения. Самое главное – уметь расставлять ловушки. Так, дай-ка мне ответ. Что бы ты сделал, если бы на нас напал сухой водяник? Первым делом? Мне ребята рассказывали, что треть немагов не умеет читать. Ну, я бы положила ловушку туда,
Туда? Ну, давай. И, кстати, между прочим, Лара, не маги были на Луне. Давай, помогу. Да здесь есть. Ну да. Ступеньки. И долетели они туда без магии. Не магия на Луне? Ну да. Вы уверены? Да, они сами не уверены. Здесь нашла. Мне нужно вам кое-что сказать. Да мне тоже. Скажи честно, а если бы у тебя не было брата Немага, ты бы так же спокойно к ним относился? Да, Понеслась. это позиция любого здравомыслящего мага. Просто я не вижу смысла держать это в себе. Прежде чем ты скажешь, послушай. Ты должна знать, это очень важно. Если Правда, очень важно. есть кристалл, который лишает Ты притащил ведомство Немага мыть полы, и теперь он свой в доску. Ты весь из себя брат-герой, да? Дело в том, что я... Оставь ты в покое. Ты правда не понимаешь, что происходит? У нас другой мир, другая жизнь. Это мой брат. Дело в том, что у меня Все больше... Немаги — это шакалы. И как у них говорится, шакалов надо отстреливать. Кажется, я в вас влюблена. Нет. Что происходит? На нас что, должны напасть по-настоящему? Да вроде нет. Бахрушин! Оружие настоящее. Это кто такие? Немаги. Не привлекаем внимания. Так давайте их. Нельзя так рисковать. Надо дать сигнал отмены. Миша. Держись. Покрушин, сделайте что-нибудь. Надо просто вытащить пули. Что вы стоите? Начинайте. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Это же просто пули! Их же все вытащили, сейчас все заживет. Раны должны начать затягиваться, и он... Миша, у тебя ничего не получается. Волшебники так быстро не умирают. Вы что-то хотели мне сказать? Что-то важное?
сегодня ночью? Я сам могу. В семье есть правило. Когда ты уходишь, ты должен поставить в известность. Раньше официального разрешения не требовалось. А теперь надо? Может, тебе поискать работу у немагов? Я помогу. Надо переждать. Сейчас все будут не очень дружелюбны к таким, как ты. Каким? Братик, ну давай, скажи, К немагам. все или ты? Я всегда буду за тебя горой. Знаешь, я... Ну, нету... Вообще-то здесь нельзя находиться с немагом. Главное, чувствовать себя как дома. Откройте дверь, пожалуйста. Спасибо, Миш. Да мы же им только одолжение делаем, то, что мы не вступаем с ними в войну открыто. Уже давно пора было бы рассекретиться и показать им. А вы что, принципиально не пользуетесь согревающей магией? Да нет, я хочу почувствовать, как живут немаги. Я вот даже задумываться не хочу, как они живут. Вы представляете, они даже пуговицы руками пришивают. Господин А вы Верховный что Чародей, здесь делаете? Это было спланированное нападение, нас Какое ждали. нападение? У вас были плановые учения. С вами была стажер. Вы, Бахрушин, начальник стражи. Вы не смогли вовремя Моего остановить... сотрудника убили обычными пулями. Пулями невозможно. Или у вас в отделе не маги? Да услышьте вы меня наконец. Его лишили магии. Потом просто расстреляли. Какое лишение магии, Бахрушин? Что вы несете? А почему не вы послали сигнал отмены? Ваш заместитель имеет право делать это только когда вы сами погибли. Ваше превосходительство, Верховный Чародей. Позвольте мне решить эту проблему, пока вы готовите официальное заявление. Я поговорю с Бахрушиным. Благодарю вас, Чижевский. Это не могли быть только не маги, с ними... Мы уже решаем эту проблему. И пока мы ее решаем, вы никому ничего не скажете. Бытовую магию изучают еще в детстве. Поэтому ее никто не помнит. Вы никому ничего не скажете. Магию нельзя отобрать. А что ж тогда с Бахрушиным? Этого просто не может быть. Он уже неделю от руки заполняет отчеты. А что вы гадаете? Он не дал сигнал отмены и даже не попытался спасти. Я бы не знаю, что произошло, если бы ты меня не прикрыла. Спасибо.
Я обращаюсь к вам сегодня не как верховный чародей. Я обращаюсь к вам как обычный человек, у которого есть семья. Я буду с вами искренен. Мне страшно. Страшно, потому что мы сейчас думаем о том, что нас отличает от немагов, а не о том, что нас объединяет. Мы забыли о единстве, в котором мы находим силу. Мы забыли о своей великой светлой миссии. Ты молодец. Испокон веков мы несем ответ. Сильная магия. Я приятно удивлен. Любовь творит чудеса. Наш долг защищать их, быть для них невидимым, но ярким, нравственным ориентиром. Все мы дети этого мира. Но мы все равно должны помнить, что именно мы обладатели великого дара, данного нам самой природой. И этот дар у нас не отнять, как не отнимешь душу, силу, любви. Хватит ли у нас смелости взглянуть опасности прямо в лицо? Нам угрожает собственная гордость. Мы обязаны уважать наше перемирие. Главная задача, не поддаваясь панике, сохранять равновесие света и тьмы. Однако неправым окажется тот, кто расценит наше миролюбие как слабость или трусость. Убит один из нас. Мы столкнулись с серьезным вызовом. Мое сердце переполняет гнев, и я хочу прокричать, да так, чтобы меня услышали все. Довольно. Убийство нашего товарища, плевок в лицо всей магической расе. Мы не можем, не должны этого прощать. Нам нужно ответить тем, кого... Нам нужно ответить тем, кого сама природа создала неравными нам. Ниже нас, хуже нас. Наконец-то. Пускай теперь они прячутся. Я призываю сегодня сорвать с себя маски унизительного терпения. Мы будем беспощадны к нашим врагам. Я хочу, чтобы в вас проснулась ярость. Мы избавимся от немагов в наших рядах. Они никто. Посредственность, которая по ошибке оказалась здесь. Они отнимают рабочие места в Верховном ведомстве. Места, которые должны принадлежать подрастающему поколению волшебников. Они, не маги, знающие секреты волшебного мира, будут заперты до тех пор, пока мы не выясним истинные причины убийства ведомственного стража и не накажем всех виновных. Никто из нас больше не может думать о компромиссе. Каждый из них может оказаться предателем. Мириться с этим мы больше не можем. Мы совершим акции возмездия и устрашения. Я хочу, чтобы каждый немаг трепетал и цепенел от ужаса. Мы приготовили порталы, которые переместят нас на улицы их городов. И мы убьем каждого, кто встретится на нашем пути. Я призываю вас вступить в борьбу с недрогнувшим сердцем. Это борьба во имя будущего волшебного мира. Во имя его возрождения. Магия превыше всего.
Спасибо, что с друзьями познакомил. Заткнись. Клевые ребята. Один волшебник стоит 1000 таких, как они. Природа сама сделала свой выбор. Сегодня мы перестанем прятаться. Наше время пришло. Мы люди-птицы. Чижевский, вы выросли в семье немагов. Вы что творите, а? 3 минуты до полуночи я каждый день разбираю по головоломке. Простите. И мы сожрем этих червей! Ты открыть меня пришел, Миш? Или, как всегда, морально поддержать? Мне правда очень жаль, что все так вышло с тобой. Знаешь, хорошо, что в нашей семье есть хоть один нетрус. Вы? Так это вы были на учениях. Вы обманом сейчас лишите магии третье ведомство? Ну, мне кажется, они вряд ли бы сами согласились. Вы что, с ума сошли? Вот вы знаете, что магия — это дар, свет души, а они нет. Я просто хочу жить среди нормальных людей. Можно сколько угодно менять мир, начиная с себя. Но давайте будем честными. В этом болоте можно только утонуть. Да их же только напалмом можно выжечь. Напалмом. А потом начинать строить новый мир. Вы же не росли среди волшебников. Вам что, вот для этого магия дана? Послушайте, вам действительно жаль тех, кто повелся на эту хрень? Нужно отомстить этим шакалам за смерть нашего товарища! Миша, они ведь там реально ждут открытия порталов. Они готовы перенестись к немагам и начать убивать. Это ловушка. И как вашего Бахрушина, так и всех сразу лишат волшебства. Не будет больше магии. Вы там совсем поехали, да? Я искренне сожалею о вашей магии, но вы бы нам помешали. Хотя, знаете, успел. Что-то сейчас промелькнуло такое в ваших словах про моих родителей. Высокомерное? Я им сейчас все расскажу. Расскажете что? Ну, попробуйте. Это же Чижевский, его люди тебя здесь заперли. О, боже, Миша. Чтобы убрать их оттуда насильно, нужно дать сигнал отмены, а это могут только 2 человека, начальники стражи. Бахрушин и ты. Бахрушин уже не может. Ты прибежал к своему брату-арестанту, как и планировалось. Как ты это сделал? А ну открой. Как ты это сделал, придурок? Магия? Что ты делаешь, Миша? Они магические. Что ты делаешь? Слушайте меня! Кого вы идете убивать? Они ничем не отличаются от нас. Магия, она не делает нас избранными. Уйди с дороги! Это западня! Вас позвали сюда специально! Они могут лишать нас магии! И сделают то же самое с вами! Вы готовы отомстить? Портал откроется! Через 5, 4. Я теперь не маг! 3. Ну! Кто
Кто первый? У меня больше нет магии! В атаку! Это комплимент. Вы знали, что я нормальный человек и что я буду сопротивляться. Да нет, Миш. Ты просто обыкновенная повторюшка. За своим дураком Бахрушем. Я не согласен с этими идиотами, но они имеют право высказывать свою собственную точку зрения. Ты хоть понимаешь значение этих слов, Миш? Это моя вина. Да нет. Операцию готовили 3 года. Нет. То, что ты такой, это моя вина. То, что мы сейчас с тобой здесь. А если бы не было магии вообще, все бы было намного проще. А может, она нам дана для того, чтобы проверить нас. И эту проверку мы... Ее не прошел я. Прости. Это... Получается, я сейчас должен растрогаться и ключик тебе отдать, да? Все в порядке? Я все слышала, это правда? Правда. Я ни в кого не могу попасть. Лара, хватит. Это неуправляемая толпа. Им многое было дано, они решили развязать войну. Самоутвердиться за счет слабых. Зачем им магия? Пусть бегут! Да как вы можете? Вы же начальник стражи. Я уже не маг, все. Я не смог остановить своих людей. Не смог их спасти. Ты не понимаешь. Войну в одиночку не прекратить. Даже самому сильному волшебнику. Я абсолютно ничего не могу сделать. Они такого не заслуживают. Надо что-то сделать. Волшебникам нельзя сдаваться. А я уже не волшебник. И что теперь? Нельзя же их лишать магии. Беги к ним, предатель! Ты сомневаешься?